Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам узор вот с такой нежной геометрией. Смотря под каким углом на него смотреть, здесь можно рассмотреть как ромбы, так и вот такие листики. В исполнении узор очень простой, так что подойдет даже начинающим мастерам. Он смотрится изумительно как самостоятельный узор, причем можно вязать его как с первого ряда по 28. Также красиво будет смотреться, если первый раз провязать полный раппорт, а повторение начинать с 9 ряда. Тоже изумительно очень выглядит. Просто все образцы не отвяжешь сразу. Также он будет очень интересно смотреться как оформление, к примеру, низа изделий или наоборот плечевой зоны. Рукавчики будут изумительно выглядеть с этим узором, полностью ажурные или же вот такая низушечка, манжетик. Если вязать от горловины, он будет выглядеть вот таким образом. Изнаночная его сторона выглядит вот так. По пряже здесь подойдет любая пряжа от средней до самой тонкой. Этот образец я вязала из пряжи длиной 380 метров в 100 граммах и спицы номер 2,5. Скорее даже двоечка, потому что я вяжу квадратными спицами, а они чуть меньше, нежели стандартные круглые спицы. Где-то на 0,25, на 0,5 меньше размер, поэтому скорее это двоечка даже была, а не 2,5. Образец, который буду провязывать вместе с вами, я буду провязывать 2 раппорта узора, чтобы мы увидели вот этот большой ромб. И возьму пряжу 200 метров в 100 граммах и спицы номер 4. То есть разница будет разительная, но тем не менее он очень элегантно выглядит в любой толщине пряжи. И по составу, и по толщине. Вот это у меня идет хлопок, более толстая пряжа, это у меня будет полухлопок. Вот этот хлопок у меня там маленький процент кашемира добавлен, то ли 5, то ли 3% кашемира. Оно просто кашемир пряже придает не теплоту, а мягкость просто. И хлопок не такой жесткий после стирок, остается мягким и достаточно эластичным. Мне очень нравится вот сочетание хлопка с кашемиром для вязания летних изделий. Это мое субъективное мнение. Итак, сейчас вы видите схему данного узора. Как я уже говорила, в высоту полный раппорт узора 28 рядов и в ширину 12 петель. Здесь используются самые простые приемы вязания. Убавление и добавление петель. 2 вместе с наклоном влево-вправо, 3 вместе с центральной петлей посередине и накиды. Ну, лицевые и изнаночные петли. Давайте приступим. Для образца, который я буду провязывать вместе с вами, как я говорила уже, я взяла достаточно толстую пряжу и набрала 27 петель. 2 раппорта, 24 петли, 1 петля симметрии и 2 кромочные. Первый ряд кромочная, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе с наклоном вправо. В зависимости от того, как вы вяжете, вам нужно менять расположение петли или нет. В моем случае я поменяла расположение петель, чтобы не получались они скрещенными, и провязала 1 лицевой петлей. Накид,
1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 7 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые. Это я провязала 2 раппорта узора. При поворотном вязании здесь идет 1 петля симметрии лицевая и кромочная. Если вы вяжете по кругу, то можно вязать по той же самой схеме, просто четные ряды вы провязываете лицевыми петлями. При поворотном вязании все петли провязываются изнаночными накиды в том числе. Эти ряды провязывать я не буду. Третий ряд. Кромочная. 3 лицевые. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 3 лицевые. 2, 3. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Это я провязала 1 раппорт узора. Продолжаю дальше. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. При поворотном вязании ряд заканчивается 1 лицевой петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь нужно следить, чтобы просто петли не были у вас скрещенными. Накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых, 3, 4, 5. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Я провязала 2 раппорта этого узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 7 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом, накид, 7 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 7 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7. Как видите, здесь все интуитивно понятно. Узор очень простой, можно вязать даже его без схемы. Это я провязала 2 раппорта узора. Ряд заканчиваю 1 петлей симметрии и кромочной петлей. 9 ряд. На схеме ряд начинается с 3 петель вместе. Но так как нету у нас здесь накида, соответствующей 3 петле убавления, то в начале и в конце ряда мы провязываем не 3 петли вместе, как на схеме, а по 2 вместе. А в середине раппорта, как по схеме, 3 вместе. Итак, кромочная петля, 2 вместе с наклоном влево, накид, 1 лицевая,
накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид. И вот здесь мы будем провязывать 3 петли вместе со второй центральной петлей. Для этого я переношу первые 2 петли на правую спицу, за работой поднимаю первую петлю, а перед работой вторую. И таким образом их меняю местами. Затем провязываю все 3 петли одной лицевой. Вот таким образом. Далее идет накид, лицевая, накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид. И ряд заканчивать я буду при поворотном вязании 2 вместе с наклоном вправо. Когда соблюдается вот наклон в конце ряда право и лево, тогда получается вот такая здесь ровная прямая линия, точно так, как и посерединке узора. И когда вы сшиваете изделие, или же если это шаль, то обрабатываете как-то, оно получается ровно все и симметрично. Итак, я провязала 10 рядов данного узора. На этом этапе он выглядит вот таким образом. 11 ряд, кромочная, я ее просто переснимаю. В начале ряда я провязываю не 3, а 2 петли вместе с наклоном влево, накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид, 3 вместе лицевой. Вторая петля у меня должна быть посерединке, поэтому я первую и вторую меняю местами и провязываю все 3 петли вместе лицевой. Далее накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, накид. И в конце ряда я также провязываю не 3, а 2 петли вместе, лицевой с наклоном вправо, чтобы у меня была вот эта цепочка ровная и кромочная петля. 13 ряд, кромочная. В начале ряда вместо 3 я провязываю 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я меняю их местами вот таким образом и провязываю все 3 петли лицевой. Вот так. Накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 3 вместе лицевой. Точно так же поступаю, меняю петли местами. Смотрю, чтобы не получались они скрещенными, и провязываю одной лицевой. Накид, 3 лицевые, накид, опять 3 вместе, меняю местами и провязываю одной лицевой петлей. Накид, 3 лицевые, накид. И ряд заканчиваю 2, а не 3 вместе
но в конце ряда с наклоном вправо. Вот таким образом. И кромочная петля. 15 ряд. Кромочная. Вместо 3 в начале ряда я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Чтобы получалась красивая цепочка, я меняю петли местами. Накид, 3 лицевые, накид, 3 вместе лицевой, также со второй центральной петлей. Поменяла их местами и провязала одной лицевой. Накид, 3 лицевые петли, накид и еще один раз 3 вместе со второй центральной. Вот таким образом я поднимаю петельки и перемещаю их на спицы. Накид, 3 лицевые, накид. И ряд заканчиваю также не 3, а 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И кромочная петля. 17 ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 3 петли вместе лицевой со второй посерединке. Вот таким образом. Накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 3 вместе лицевой со второй средней петлей, провязываю их вместе одной лицевой, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. Это я провязала раппорт данного узора. Лицевая – это петля симметрии и кромочная петля. 19 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я их меняю местами и провязываю лицевой. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 вместе со второй центральной петлей, я их поменяла местами и вот так провязала. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые. Это я закончила провязывать второй раппорт узора. 1 петля симметрии и кромочная петля. 21 ряд. Кромочная, 3 лицевые, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид,
3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые. Я провязала раппорт узора. 1 петля симметрии и кромочная. 23 ряд. Кромочная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 лицевых петель, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая. Я закончила вязать второй раппорт узора. Ряд заканчивая 1 петлей симметрии и кромочной. 25 ряд. Кромочная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 7 лицевых, 3, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 7 лицевых петель, 4, 5, 6, 7, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила провязывать раппорт узора. 1 петля симметрии и кромочная. 27 ряд. Кромочная. Далее идет у нас 3 петли вместе, но это начало ряда, поэтому я их провязываю как 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее накид, 9 лицевых петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид, 3 вместе лицевой со второй центральной петлей. Я вот таким образом их перемещаю и провязываю лицевой петлей. Накид, 9 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид и ряд заканчиваю также не 3, а 2 вместе лицевой, но уже с наклоном вправо и кромочная петля. Вот мы провязали с вами 2 раппорта узора в ширину и 1 раппорт в высоту. Далее вы можете вязать или с первого ряда, если хотите более такой игривый вариант, или же более четкий, строгий вариант. Возможно, это зависит от пряжи. Начинать с 9 ряда вязать. Этот узор также будет великолепно смотреться в ангорке и в кид-мохере. Здесь вот толстая достаточно пряжа, но тем не менее узор смотрится очень элегантно с моей точки зрения. Спасибо, что провели это время со мной. Всем легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале.